Мы с вами говорим как раз о людях. Вот о людях я и хочу спросить. Вы, когда пришли на процесс, очень подробно рассказали, какие эмоции и какие впечатления у вас вызывают конкретные люди. Я хочу вас спросить про судью, про прокуроров. Это такой, знаете, очень недобросовестно поставленный спектакль. И это месседж, мы даже не потрудимся сделать этот спектакль добросовестным. Мы нарочно будем подчеркивать, что мы настолько уверены в том, что мы можем нарисовать любой результат этого боксерского поединка, что мы даже не будем делать вид, что будет честно. Не любой, нужен-то абсолютно конкретный результат. Мы настолько уверены в том, что мы нарисуем результат, что мы настолько уверены в том, что общество нам за это в рожу не плюнет, и что общество нам свое фе или фу не выразит, что мы даже не будем стараться срежиссировать этот спектакль. Когда встает Платон, я понимаю, что он говорит. Дальше встает прокурор Лахтин. И он даже не берет на себя труд объяснить, что происходит. То, на что сегодня отреагировал Михаил Ходорковский, да, высокопоставленный следственный руководитель. Правда, из МВД, он никогда не имел отношения к делу ЮКОСа. Это господин Аничин, да. В интервью российской газете он приводит некую схему, да, которая, в принципе, ее можно было бы себе представить, что там что-то, например, нефть, продается на экспорт по намеренно заниженной цене, а дальше там, вот, где маржа, там вся эта экспортная, там через свои фирмы она снимается. И вот, видимо, в голове господина Аничина вот такая схема нарисовалась, и он соединил эту схему с Ходорковским. Говорит, под Ходорковским по такой схеме. Откуда он это взял, я не знаю, но дело не в этом. На самом деле такого обвинения нет. И фактов таких нет, чтобы на экспорт продавалась нефть хотя бы там на 1 цент дешевле, чем она там по таможенной цене может продаваться, или другие там экспортеры ее продают. Нет такого обвинения. Не то что факта, факт само собой. Обвинения такого даже нет. С чем вы связываете появление вот этого нечто? Формирует мнение общества, потому что люди не понимают, что происходит на втором процессе. Сколько раз меня про это спрашивали с Платоном и Михаилом Борисовичем. Спрашивают, а что происходит, что им шьют-то? И вот человек доступным языком объясняет, что им шьют, хотя им шьют совершенно другое. Я вполне допускаю, что вот конкретно этот господин Аничин, он мог действительно добросовестно заблуждаться, потому что он не читал, я уверен, что он не читал обвинения Ходорковского. Некий ньюсмейкер. У него есть большой следственный опыт, он как бы сказал, как он может себе представить обвинение в хищении нефти. Допускаю, я не знаю, не могу за него гадать. И государственная газета, российская газета решила это еще очень выгодно, морально, психологически очень выгодно считать, что они виноваты, что они действительно что-то украли, чем признать, что в стране не работает закон, и что наша власть нас не уважает и имеет руководитель нас всех. Следственного комитета же, он же не может признать. Да, естественно. И лучше гораздо искренне верить в том, что они виноваты, чем признать и понять, что мы живем, в общем, в страшной, нецивилизованной, дикой стране, которая нам хамит, что наши менеджеры, которые должны распоряжаться нашими налогами, а я плачу, у меня все зарплаты белые официальные, я плачу налоги со всех своих зарплат. И это налоги, в общем, я вам скажу, что для бедной девушки нехилые. И мне прям обидно, сколько я за много лет заплатила. Бажен, многие политологи полагают, что элита во многом сможет изменить, какая-то часть элиты сможет изменить ситуацию в стране. Другие считают, что нет, это должно происходить совсем по-другому, оппозиция должна объединиться как-то, которая сейчас раздроблена. А как полагаете вы? Я полагаю, что, знаете, есть такой опыт с лягушкой. Когда лягушку бросаешь в кипяток, она отпрыгивает от кипятка и выскакивает. А когда лягушку кладешь в такую холодную воду, вот туда на комфорчике ставишь кастрюлечку, холодную воду, и начинаешь медленно нагревать. Лягушечка так, знаешь, ей так хорошо в теплой воде, начинает расслабляться, водичка нагревается, и потом у нее уже нет силы тонуса, чтобы выпрыгнуть, когда водичка превращается в кипяток. Я не вижу никакого, очень мало у кого я вижу четкую гражданскую позицию. Усталость от Путина не относится к вот этому, это общая какая-то усталость от того, что он, от неуважения, которое он выказывает кортежами, пробками, тем, что он никогда не приходит вовремя. У меня друзья, кстати, вылетали из Пулково недавно в Третье Внуково. Летели они на день рождения. Так вот, значит, они 3,5 часа не могли сесть, потому что один из наших боссов должен был вылететь в 4 часа, но когда босс вылетает, уже никто в аэропорт не прилетает. Все, значит, зависают в воздухе. Вы спрашивали, как относятся люди к этому процессу? Ну, конечно, в основном отгораживаются и не хотят. Все понимают, но не хотят в этом признаваться, не хотят ни видеть, ни слышать. Но очень важная вещь. Абсолютно весь крупный бизнес, а я с очень многими дружу, приятельствую, пью чай, кофе, общаюсь и так далее. Нет ни одного человека, который не сказал бы мне, что за эту историю придется очень много платить. По факту, вся эта путинская кампания, но, конечно, не из своих карманов, а, к сожалению, из наших карманов, из карманов налогоплательщиков, придется за это варварство заплатить. Вот в этом почему-то уверены все, причем даже те, кто относится к Михаилу и Платону с такой невысокой симпатией. Даже те, кто, скажем, откровенно их не любит и считают, что сами хороши,
И они считают, что придется платить. Да, это любопытная реакция. Вот что мне было. Да, вот хорошо, что я меня думаю, это вспомнила. открытие какое-то, да, для вас было? Для Вы меня, не ожидали этого? Да, для меня даже откровенный их нелюбитель сказал, что если бы я был бы президентом, я бы их выпустил бы точно бы в ответ на честное обещание, что, значит, они не будут с моей стороны, значит, судить и в Страсбурге требовать все эти деньги. Ну, это такой влиятельный человек? В какой он сфере примерно? Вот? Ну, это влиятельный человек. Это очень влиятельный человек. Бизнесмен? И бизнесмен, и бывший очень серьезный силовик. Вот. Сейчас это трудно разделять. Да, сейчас это трудно разделять, да, конечно. Люди, которые окружают президента, они все в бизнесе. Вот здесь был Андрей Колесников у нас на программе «Территория гласности». И мы с ним говорили о его такой концепции, что все у нас власть хочет управлять как Сталин, а жить как Абрамович. Есть. Абсолютно. А вам в гробу видали это слово. Бажена, а вам не приходилось об этом их спрашивать? Какая реакция была, кстати? Вот о порядочности репутации. Про порядочность репутацию Путина нет. Нет, почему Путин? Ну вот вы общаетесь с людьми из бизнеса. Так они, люди из бизнеса, как раз к своей репутации относятся довольно трепетно. И когда Путин едет и перекрывают дорогу, его ненавидит весь бизнес. Понятно. А почему они тогда ходят к нему, как и некоторые писатели? Кормимся. Ну почему кожу? Выгодно ходить. Но я вам говорю, ему послушны только по приказу, не по любви. Я не знаю ни одного человека, который бы его искренне, глубоко и неподдельно уважал. Я знаю многих людей, которые уважают искренне Платона и Михаила. Пользователи нашего сайта просили это прокомментировать. Константин Ривкин об этом рассказывал, о покупке санатория «Русь», который принадлежал ЮКОСу в Сочи. Да. И достался он за 10 копеек компании «Роснефть». Ну а что вы тут странного усматриваете? Странно, все в духе времени. Мы же только что обсуждали, да. Понимаете, второй процесс, вот, который сейчас идет в Хамовническом суде, с какой бы стороны его не рассмотреть, и сам процесс, и его последствия, это только в интересах средне-мелкого варья, которая использует властные рычаги для удовлетворения своих вот этих алчных целей. Вы светский обозреватель, но сегодня сказали много очень важных вещей о политике и об экономике. Хочу вас спросить, с чего начать тогда обществу? Ой, обществу начать, по крайней мере, не отгораживаться от таких вещей. Ну вот смотрите, когда было дело Дрейфуса в Париже, весь Париж, газета, которая освещала это дело, ее покупал весь Париж. В Париже жило тогда 1 миллион. Так вот, Жакюз, 1 миллион жителей, там и бабушки, и дедушки, пенсионеры, грудные младенцы. Из миллиона всех жителей любых возрастов 300 тысяч, треть купила Жакюз. Это значит, что этот номер газеты был в каждом доме. Общество не было равнодушно к процессу, были дрейфусары, антидрейфусары, но общество переживало, и эта реакция общества дала возможность оправдательному договору. Да, мы можем вспомнить и Утергейское дело, и много чего такого, но... Элементарно переживать, не отгораживаться. Как опыт исторически показывает, этого неравнодушия начинаются изменения. Вот у нас вышли на митинг, пожалуйста. Люди, которые было важно. Пришел ОМОН. Пришел выходить, всех не пересажаете, выходить миллионом. Сначала начинается неравнодушие, потом на митинг выходит 300 тысяч, потом 500, потом миллион, потом газета оказывается в каждом доме. Ведь помните, какое было неравнодушное общество во время перестройки, когда мы выходили к Белому дому, когда литература со статьей Гранина, она была у всех в приличном доме, была эта литературка. Это не проблема там Ходорковского, Лебедева, Клюгганта. Когда это моя проблема, говорит себе человек, сам себе он должен это сказать. Значит, ему понятно, что делать, да? Идти туда, или идти сюда, или идти, или писать, или говорить. У каждого тут свой арсенал. Когда ты понимаешь, что это не проблема, когда на одного несчастного Дрейфуса, значит, облыжно обвиняют в шпионаже, значит, 4 моральных уродов, когда ты понимаешь, что Дрейфус это я, как писал Евтушенко, когда ты понимаешь, что Дрейфус это я, и когда ты понимаешь, что это твое, и ты не можешь быть к этому равнодушным, когда ты не можешь равнодушно пройти мимо несправедливости, с этого начинается сознательность общества целиком. Когда каждый воспринимает это как свою беду и как личную угрозу в адрес себя, вот тогда начинает что-то происходить. Возможно, маятник качнется, и найдутся хотя бы немного людей, которые выйдут либо на Красную площадь, как когда-то было в 1968 году, когда танки входили в Прагу. Мы будем следить за тем, что будет происходить и на следующей неделе. Будем смотреть на то, что будет происходить дальше вообще в целом в нашей стране с обществом и с властью. Я хочу поблагодарить вас, Бажена,
за то, что вы пришли сегодня к нам, за то, что вы пришли на процесс и увидели своими глазами. Спасибо. Я хочу поблагодарить Вадима Клюкманта и попрощаться до следующей недели. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо.